Эй, Гордон! Цитадель Болл. Что сейчас произошло? Что ж, давайте по порядку. Мне кажется, каждый, когда только скачал второй портал, пытался выдать себе заветное оружие легендарной командой Импульс 101. Но, к сожалению, очень быстро вы осознавали, что оружия здесь нету. А как бы было весело устроить дезматч режим с портальными пушками. Но рано еще делать выводы. В сегодняшнем видео мы разберем, что из себя представляет оружие в Source, какие оружия есть во втором портале, можно ли портировать оружие из Half-Life в Portal 2, и что будет, если попытаться сделать то же самое с CSGO и Team Fortress 2. Предлагаю приступать! Оружие – вещь, которая есть почти во всех играх от Valve. Но что оно из себя представляет? Из каких элементов оно состоит? Предлагаю разобрать это дело по полочкам. Оружие состоит из нескольких вещей. Сама Entity, которая прописана в движке, скрипт для максимально тонкой настройки оружия, модель от первого лица и мировая модель, ну и естественно визуальные и звуковые эффекты. Все знают, что в портале есть портальная пушка, которая называется Weapon Portal Gun. Как вы знаете, по одному из моих видеороликов есть еще два скрытых оружия: Weapon Promo Antenna Ball и Weapon Promo Antenna Egg. У этих двух оружий есть только Entity в коде и мировая модель. Но это не единственное секретное оружие, которое нигде не используется. Кроме этого, есть Weapon Promo Helmet Ball, Weapon Promo Helmet Egg, Weapon Portal Base, Base Hail Combat Weapon, Base Portal Combat Weapon. 8 орудий, кроме портальной пушки, о которых никто не знал. Чтобы вы понимали, в сюжетке Half-Life 2 используется всего 9 видов оружия. Тем не менее, у некоторых мапперов возник вопрос: а как же Weapon Paint Gun, который до сих пор присутствует в КФГ Хаммера? Возможно, я вас расстрою, но его не существует как Entity. Paint Gun был вырезан в релизной версии P2. Вот мы и узнали об оружии, но при чем тут Half-Life, если нету ни одной Entity оружия из Halo 2? Вот тут нужно поискать кое-что общее. То, что объединяет все эти 8 оружий. Да, у них нету скрипта, это оружие пустышки. Именно это дает нам очень обширную возможность для порта. Ведь все, что нам нужно, это создать и переписать скрипты под данные классы оружия. А вот теперь мы переходим к самому интересному, к самому порту. Тем не менее, необходимо понимать, что большая часть кода оружия была вырезана, из-за чего оно работает довольно криво, а некоторые функции вообще не работают, такие как граната. И единственный вариант — это делать механику в Хаммере. Теперь, по старой доброй традиции, мы берем модели, текстуры и звуки из Half-Life 2 и пинаем это в P2. Теперь начинаем муторно подстраивать скрипты. Спустя часик мы получаем довольно обширный арсенал оружия, но работает оно довольно ужасно. Давайте пройдемся по минусам и особенностям. Первое — неправильные анимации, чересчур зацикленные. Второе — неправильное поведение пуль. Третье — отсутствие патронов. Четвертое — небольшие проблемы со звуками. Пятое — оружие ближнего боя не оставляет декали, то есть дырочки на стене. Шестое. Оружие не наносит урон. Совсем. Седьмое. Механику гравицапы вырезали совсем. И для исправления всех этих ошибок нам понадобится Хаммер и немного конфигов. В этом видео я, конечно, не буду углубляться в технические подробности. Но если вам интересно, каким же образом было починено все оружие, то напишите об этом в комментариях. И вот, у нас есть полноценное рабочее оружие с Halo 2. Я даже сделал небольшую карту для мультиплеера, для того, чтобы вы сами могли испытать оружие во втором портале. Думаю, вы понимаете, что с оружием из CSGO и TF2 ситуация точно такая же. Оружие из TF2 стреляет как обычно автомат из Halo 2, поэтому придется применить немного магии, чтобы научить нормально стрелять это оружие. В случае с CSGO ситуация чуть-чуть сложнее. Тут оружие и руки являются разными моделями, из-за чего игрок держит оружие силой мысли. А теперь давайте по старой доброй традиции посмотрим, что из этого оружия можно сделать. Самое первое, что приходит в голову, так это дезматч режим для кооп. Но так как это оружие не наносит урон, то придется с помощью пары-тройки костылей добавить оружию систему дамага.
Да, работает не идеально, и по-хорошему это нужно допиливать. Но, к сожалению, я столкнулся с игровыми ограничениями в кооперативе, из-за чего пришлось заморозить эту карту. Но бету вы все еще можете скачать по ссылке в описании и опробовать данное творение. Но это не самое полезное, ведь таким образом можно нормально, без set model, создавать свое оружие во втором портале, что в разы упрощает и помогает созданию карт для воркшопа. Ну а я на этом завершаю свое вещание. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравился данный видеоролик, то не скупитесь на лайк. А если понравился контент в целом, то не забывайте оформить подписочку на канал. Передаю привет всем с Discord канала Portal Conservation Society. Остальным предлагаю знакомиться с этим каналом по ссылке в комментариях. Ну а с вами в лучших традициях был ваш Лаваш. До новых встреч!